Сделал вот такую сетку пиксельную, чтобы точно показать расположение битого пикселя на новом мониторе AOC. Ну, точнее, не я сделал, друг сделал на питоне. Я придумал эту сетку. Значит, это пиксельная сетка разрешением 1920 на 1080. Каждые 40 пикселей по горизонтали и вертикали нарисована линия толщиной в 1 пиксель. Каждая из этих линий пронумерована. Вертикальные 1920, последнее число не отображается, и горизонтальные 1080, последнее число тоже не отображается. Отчет идет слева и сверху. Вот расположение битого пикселя. Грубые его координаты, так скажем, если квадрат каждый как-то называть, то он находится в квадрате 1120, 760. Вот он. А если сказать точно, то он 769 справа и 311 снизу. Почему в первую очередь я именно такое значение называю? Потому что он ближе всего находится к нижнему краю и к правому, поэтому логичнее все-таки называть это расстояние. Но я все здесь написал расстояния, на которых он находится от какого-либо края. И даже написал именно расстояние в миллиметрах. Какой он по счету и какое расстояние в миллиметрах. Вот это неправильно, тут я ошибся немного. Вот это написал, почему я здесь вот так написал. В скобках 9, чтобы было видно вот это совпадение, которое меня постоянно преследует. Я вообще, ну вот как такое могло совпасть? 40 пикселей, вот эти вот, как бы сетка разбита на 40 пикселей. А это чисто случайно было взято, рандомно, потому что я когда в фотошопе пытался это делать, я примерно прикинул, какую сетку стоит сделать так, чтобы потом еще вместилось четырехзначное число, и чтобы оно было более-менее читаемым. И вот примерно я высчитал, что это 40 пикселей, поэтому вот чисто случайно это было взято. Но при этом вот совпало так, что вот в этом квадрате этот пиксель на одинаковом расстоянии как бы от этого края и от этого. Вот он 9. При этом это еще не все совпадение. Совпадает еще то, что он 769 справа и 769, если сверху его считать. То есть получается, вот здесь вот этот битый пиксель, и вот это расстояние, вот это, и вот это, они равны. И получается вот здесь вот такой ровный квадрат. Вот как это могло совпасть, я не понимаю. В общем, да, меня преследуют такие совпадения. Еще посчитал точное расположение, ну, сверил его со значениями, которые в характеристиках указаны. Конечно, нет причин, чтобы сомневаться в этих характеристиках, но я просто для интереса это сделал. Ну, конкретно в этих характеристиках сомневаться нет смысла. Значит, вот размеры пикселя указаны. Я посчитал. Вот. И расстояние вот это получилось, то есть 211 миллиметров примерно, да, и 85 миллиметров. Я когда линейкой измерял, это совпало. То есть, да. Но здесь еще нужно иметь в виду, я линейкой мерил вот от края, здесь немножко упор вот такой. Но здесь матрица начинается чуть, как бы вот расстояние, оно не сразу с края начинается. Вот здесь есть расстояние примерно миллиметра 3-4, может. Вот. Все расстояния совпали. Также и размер матрицы я тоже посчитал, тоже совпало все. Ну вот, собственно, так вот и получается, что вот этот пиксель находится вот на таком расстоянии. Справа 769, расстояние 211 миллиметров. Снизу 311 по счету.
и на расстоянии 85 миллиметров. Ну вот сетка эта была сделана на питоне, друг мне ее сделал. Делается легко, если это знать, как делать. Я пытался это в фотошопе сделать, но это сложно. То есть сделать сетку вот такую, это легко в фотошопе. То есть в автоматическом режиме, я имею в виду. Это минутное дело там примерно. А вот сделать нумерацию, чтобы она автоматически сделалась там нужным образом, это сложно. Это, наверное, возможно как-то сделать, но это сложно. То есть это либо вручную делать, либо как-то вот автоматическая нумерация с помощью экшенов. Вот, ну типа как там правильно, экшен называется, макрос, типа вот эти действия. Ну, я не знаю, как это сделать, поэтому друг сделал.